Всем привет, с вами Темный Принц. В данном видеоролике я вам покажу, как нужно создать и скомпилировать свою игру на телефоне. Как вы уже знаете, я сделал 2 видео о том, как нужно создать свою игру, и активность была очень высокая. Окей, это 3-я часть, где я вам покажу, как нужно создать свой шутер от 1-го или от 3-го лица. Друг, для того, чтобы поддержать мой канал, просто поставь лайк или даже напиши любой комментарий, я буду очень благодарен. Ну а мы поехали. Для начала вы должны скачать программу. Я оставлю ссылку в описании на Android-версию. После этого открываем программу и проходим регистрацию. В главной странице вы видите информацию о том, что вы можете сделать с этим приложением. Там подробно описано о том, как вы можете создать свое приложение, как нужно создать свой APK-файл и так далее. Я ознакомился с этой информацией и нажимаю «Закрыть». После этого у нас выскакивает 3 колонки. Первая – это начать создавать уровень игры, играть полную игру или просмотр уровней игры. Если мы нажмем на первую колонку, мы попадем под создание игры, карт, а также разных персонажей. Вторая колонка отвечает за тестирование игры. Вы там можете протестировать все ваши персонажи, а также саму карту. Про 3-ю колонку, надеюсь, говорить ничего не стоит, там все понятно. Для того, чтобы создать свою игру, нам нужна 1-я колонка. Нажимаем, и там есть большое количество разных игровых сцен, точнее карт. Я нажимаю «Пустыню». Мы попали в панель редактирования. Для начала давайте разберемся, что такое общее. Общее — это когда вы пишете разные описания под ваше приложение, а также выбираете свое лого. Давайте изменим ландшафт вашей карты. Для того, чтобы изменить все это, нажимаем «Установить сцену». Вы можете поставить туман, а также поменять все это небо. Не хватает несколько врагов. Нажимаем «Набор врагов». После этого у нас есть большое количество разных слотов для врагов. Нажимаем «Выбрать врага». У нас есть большое количество разных таких вот персонажей. Давайте выберем солдата. Для начала его нужно купить. Он стоит 700 монет. Кстати, можно получить бесконечное количество монет для того, чтобы выбрать и все это купить. Мы купили солдата, теперь его нужно поставить в какой-нибудь слот и просто поменять разные данные. Давайте дополнительно добавим еще зомби, которые будут нападать на этих солдат. Мы добавили зомби-солдатов, теперь нам нужно добавить нашего главного персонажа. Открываем набор игрока вещи. У нас есть большое количество оружия, которые вы можем купить, или даже есть бесплатные оружия, которые вы можете использовать. Давайте выберем пистолет, нож, а также фонарик. Затем нажимаем «Сохранить игру». Показывается полная информация про эту сценку. Нажимаем «Save Game». Показывается реклама, и в принципе все, ваша игра сохранилась. Заходим в главное меню, нажимаем «Играть полную игру». После этого высвечивается наш проект. Нажимаем нашу любую карту, и в принципе все, тестируем и играем. У нас уже есть управление персонажем. Давайте я возьму пистолет и буду стрелять по нашим врагам. Мне понравился геймплей игры. Для начала, для того, чтобы скомпилировать игру или сделать APK-файл, я захожу в главное меню и нажимаю «Скомпилированный запрос игры». Надо написать вашу почту, а конечно же ID. После этого нажимаем «Request Compiled Game». Происходит проверка почты. Теперь они должны отправить вам APK-файл в течение 24 часов. Так, проверяю почту. Пока что не пришло. Теперь я проверяю папку спам. Ну да, оно пришло. Теперь вам нужно подождать немного для того, чтобы они скинули вам APK-файл. Ну как бы все. Если вам это было информативно, то конечно же поставь лайк или даже напиши любой комментарий. Я буду очень благодарен. Ну а с вами был Темный Принц. Всем пока.